Вот это вот обратная сторона рая. И тут у нас сцена любви в наркоманском баре. Если в стране легализованы легкие наркотики, всегда будет весело. Ну что, друзья, мы с вами находимся в потрясающем месте, которое называется Сент-Винсент и Гренадины. Это одно из карликовых карибских государств. Государство состоит из одного большого острова, который, собственно, называется Сент-Винсент, и 32 маленьких островов, которые называются Гренадины. Сент-Винсент так называется, потому что Кристофор Колумб открыл его в день Святого Винсента. Так вот и повелось. Сейчас это очень маленькая страна, население тут чуть больше 100 тысяч человек, при этом население убывает, потому что народ отсюда мигрирует там, где получше. И вы меня хотите, наверное, спросить, а где может быть лучше? Мы же с вами в раю. Карибское голубое море, золотистый песочек, пальмы, ешь кокосы, жуй бананы. Мало кто знает, но большинство островных государств — это на самом деле жопа мира. Если ваше государство, ваш островок, вашу страну не облюбовали туристы, если к вам не заходят круизные лайнеры, если звезды голливудские не строят свои роскошные виллы, то, скорее всего, кроме кокосов и бананов, вам ничего и не останется. Я бы не сказал, что Сент-Винсент и Гренадины — это самое бедное и ужасное государство в мире. У них все относительно неплохо, и круизные лайнеры сюда заходят, но в округе есть страны и получше. Ну, к примеру, тот же самый Сент-Китс и Невис, которые ловко начали продавать свое гражданство. Есть Сант-Бартс, Сан-Бартоломео, да, по-моему, называется. Это остров миллионеров, такой летний Куршевель, там, где у Абрамовича вроде бы свой домик. Помните, несколько лет назад была сделана знаменитая фотография с Познером на пляже около поместья Абрамовича. И именно там можно встретить самые роскошные яхты. В общем, каким-то островным государствам везет, каким-то не везет. Ну, Сент-Винсент где-то посередине. Но народ отсюда мигрирует, потому что работы здесь немного, все довольно грустненько. Кстати, райский пляж. И, казалось бы, все хорошо, если не заглядывать в лес. Потому что в лесу по старой русской традиции свалка мусора. Хотя здесь следят. И висит еще табличка, что частная собственность, no mooring. Я так понимаю, это не швартоваться. Да, лучше бы написали не мусорить. Все нормально, я нашел табличку no littering, что означает не мусорить. Keep it beautiful. Keep outside clean. Вот как только еще, видите, вот как только люди не написать. Смотрите, здесь милые грядочки. Вот это вот потрясающее здание с покосившимся шпилем и разломанной башней — это полицейский участок. Висит он старая табличка: центральная полицейская станция. И там какой-то колокол, что ли, остался. В общем, в любом случае у них там все покосилось и разваливается. Зато есть реклама Маги, хорошо знакомая любому советскому человеку. Сент-Винсентская урбанистика, деревянная лавка с рекламой. Местная архитектура. Просто потрясающе. Вот сразу видно, что все деньги остаются на острове и делают местные архитекторы. О, маршруточка. Местная маршруточка. Вместо знаков они пишут желтой краской, таким странным шрифтом, как на Диком Западе пишут важные сообщения. Например, no — это значит, что здесь нельзя парковаться. Потому что это вход в древний собор. Собор действительно древний. Почему-то с одной стороны он черный. Прямо совсем черный. Очень узкие улицы. И с одной стороны он запаркованы машин, тротуаров нет вообще. И когда машины едут, прямо сложно даже идти. Городская урна интересна тем, что здесь написаны спонсоры, кто эту урну купил. Я так понимаю. Видите, здесь прямо логотипы спонсоров, кто эту урну купил. Это пешеходный переход. Пешеходный переход не просто зебра, а зебра с желтыми полосочками, почти как в России. И здесь еще один собор. Как видно, застройка
в основном колониальная, а Сент-Винсент и Гренадины — это бывшая британская колония. В 70-х годах они получили независимость. Едет веселая маршрутка. Вообще странно, что для такого бедного и малонаселенного острова здесь, во-первых, довольно много лихачей и неплохих машин. Тут у нас есть несколько фастфудов. Есть Subway, которым они гордятся, а еще есть KFC. KFC даже целых 2 ресторана есть в стране. О чем девушка, водитель такси, которая забирала, с гордостью поведала. У нас не жопа мира, у нас есть KFC и автосалон Suzuki, где продается Toyota. А в Википедии, кстати, написано, что раньше Сент-Винсент и Гренадины занимались сельским хозяйством, продавали бананы, кстати, производили или до сих пор производят теннисные ракетки, которые тоже куда-то экспортируют. Но потом их сельское хозяйство накрылось из-за стихийных бедствий в 90-е, и они начали развивать туризм. Ну, если честно, не очень понятно, как они туризм развивают. Нормальных отелей здесь нету, хотя они пишут, что у них есть какие-то шикарные отели, еще что-то, но как-то туризм, по идее, развивают. 2 года назад, например, построили новый аэропорт, и теперь самолет, вот, который из Майами прилетает, прямо рукав к самолету они подгоняют, и такой классный у них аэропорт. О, реклама Гиннесса. Видишь, вон, что жопа должна быть такая, чтобы бутылка Гиннесса стояла. Короче, ребята пьют ром, местный ром, и его обязательно, видите, они с орешками наливают в стаканчик, с орешками, сразу как закуска. Show me how you drink it. Давай. И... вот так, ну, оп, не? This you sip it. If you drink it too much, inside here get warm. Okay, if there's any cold, you never get these things are green and cold. These things keep up. Yeah, I understand you. These joints, you see these joints and all these joints, it'll get arthritis. Y'all pay for that, I mean, I'll pay for There's a that. different pain builds up in the body. Y'all pay for fucking You that. drink these things. I love good day, good day. I am your friend, send for me in your country. I'll fight for you. Чувак, он признается в любви Путину. А мы всего лишь купили 2 бутылки пива. Ничего не видно, потому что мы сидим в темноте, слушаем музон и пьем пиво. И курят траву, то есть, ребята. В общем, как видно, если в стране легализованы легкие наркотики, всегда будет весело. Ну, кому-то. Пиво стоит $1. Ну, это, мне кажется, это для нас $1 стоит. Это, по-моему, местное пиво. Да. Сент-Винсент prize-winning lager beer. Местное пиво. Пойдем. Тут у нас сцена любви в наркоманском баре. Пахнет травой, ромом. Это так мило. Он гладит щеночка расчесочкой. В общем, как видно, под вечер на Сент-Винсенте весело. И теперь я понимаю, почему они не унывают. Они не унывают, потому что у них есть трава. Говорят, здесь есть несколько островов, где выращивается марихуана. И активно здесь употребляется. Нам уже несколько человек пыталось продать. Мы ничего не купили. Человек, который хотел нам продать, вот ходит перед нами и очень вежливо, ненавязчиво предлагает и говорит, что ну если вам что-то будет нужно, вы же меня найдете. Конечно, друг, мы тебя найдем, ты же постоянно идешь перед нами. Вот он в оранжевом. Он так ходит и боится, что нам вдруг понадобится трава, и мы его не найдем.
Он нас спасал, сейчас нас спасает жизнь от проносящегося такси. Как бы ему сказать, что он нам не нужен. Я надеюсь, он найдет новую жертву и потеряет интерес к нам. Есть другой вариант, если мы пойдем быстро. Он, наверное, не может ходить быстро, потому что он накуренный, и мы сможем от него уйти. Проблема в том, что этот чувак знает, куда нам нужно идти, и идет перед нами. Это маршруточки. На автомобильных номерах такси и маршруток буква H. На обычных P. Легко запомнить. Мы сделали хитрый маневр и ушли от нашего наркодилера. Я, если вы помните, в свое время поспорил с Артемием Лебедевым, кто первый объедет весь мир. Мы с Артемием Лебедевым поспорили на $100 000. Произошло это, если честно, под воздействием алкогольных напитков, когда мы с ним путешествовали по Пакистану. По-моему, мы сидели, я не помню в каком городе, в Исламабаде, может быть, даже в гостинице, и пили вино. И решили поспорить, кто первый объедет весь мир. У меня на тот момент было порядка 70 стран посещено, у него около 150. А сколько стран всего, спросите вы? Это смотря как считать, да, есть список стран членов ООН, это чуть меньше 200 стран. Есть страны и территории, например, как считать колонии, как считать какие-то зависимые государства, которые не являются членами ООН, но они по сути это как отдельные государства. А есть список территорий. Вот список территорий — это где-то 1500 территорий у нас на нашей планете, потому что, ну, к примеру, согласитесь, глупо говорить, что если вы были в Нью-Йорке, то вы были в США, или если вы были только в Москве, то вы посетили всю Россию. То есть нужно объехать все регионы, побывать в разных местах, и тогда можно сказать, что я был в России. Вот, и... У меня чуть стул не упал. И мы поспорили, кто первый объедет страны. Мы взяли список стран и территорий, такой укороченный. В него входили ООНовские страны, в него входили колонии. И получилось где-то 236 стран, и поехали. И в какой-то момент я понял, что я не могу посещать острова. Это настолько скучно, это настолько грустно и отвратительно, что я понял, что это уходит много времени, очень много времени на посещение таких вот островных государств, много денег. Но самое главное — это скучно, потому что здесь нечего делать. Здесь вот эти вот все одинаковые отели, одинаковое море, какие-то такие посредственные вот эти вот рестораны, еще что-то. И это все грустно. Плюс я не люблю море, я не купаюсь, я не люблю лодки, яхты, я не занимаюсь дайвингом, и мне здесь реально нечего делать. Вот, поэтому я признал свое поражение, я проиграл спор, выплатил все причитающееся Артемию Лебедеву и вышел из спора. Вот. Это была такая грустная история, и теперь я потихонечку стараюсь несколько этих островных государств все-таки в год закрывать, чтобы, ну, тоже хочется, да, поставить себе галочку, что я был во всех странах. И вот из карибских у меня осталось две страны. Это Сент-Люсия, два островных государства, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины. И сейчас я как раз в Сент-Винсенте и Гренадинах, и у меня еще останется Сент-Люсия. И все. Ура, 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 ура. Я все карибские государства, все карибские острова, я поставлю себе большую галочку, я их посетил и больше сюда никогда не вернусь. Ну, в принципе, понятно, что из развлечений здесь покурить траву, выпить рома с орешками и сходить на службу. На службу все наряжаются, душатся, выход в свет. А больше делать здесь нечего, потому что всю столицу, это Кингстаун, столица, 20 тысяч населения, но почти все живут на склонах в частных домиках, а сама столица — это пара улиц. И буквально там метров 800 длиной вдоль берега городок, все. И больше нет ничего. И вот мы уже дошли до конца города. А нас сегодня ждет просто потрясающий закат. Я уже его предвкушаю. Смотрите.
Смотрите, какая красота. Очень красиво на закате в этом райском местечке устроить сток канализации и свалку. Вот это вот обратная сторона рая. Что, вообще довольно мило. Все так по-домашнему, да, вот. No entry. Народ под крышей ждет, когда кончится дождь. Видите, так все сели прямо семьями на лавочках. И все такие веселые. Кстати, пару слов о доброте. Меня плохо видно, потому что ночь. Но сейчас подошел человек, таксист, дал зонтик, потому что дождь. И сказал: стой здесь, сейчас я приеду и отвезу тебя в отель. Ну, естественно, за деньги. Но сервис, да? Кто бы еще дал зонтик? А таксист дал. Потому что на Сент-Винсенте и Гренадинах добрые таксисты. Итак, я в аэропорту Сент-Винсента, да, я в аэропорту Сент-Винсента. И как вы думаете, что можно увидеть в этом потрясающем аэропорту? Есть галерея с важными политическими деятелями. Вот я сейчас разверну камеру. Как вы думаете, кто окажется за этой камерой? Вуаля! Фидель Кастро. Фидель Кастро. Вива Куба. Вива Фидель. Следующий у нас идет Патрик Маннинг. Это премьер-министр Тринидад и Тобаго. Я не знаю, что он здесь делает. Ну и третий замыкает круг у нас Уго Чавес. Уго Чавес, Венесуэла. Бывший владелец Венесуэлы. Вот такая вот, видите, у нас замечательная тройка в аэропорту Сент-Винсента и Гренадин. Непонятно, почему они здесь. Я пока нашел весь интернет и выяснил, по крайней мере, что там делает портрет Уго Чавеса. Слушайте, новость от 2015 года. Сент-Винсент и Гренадины благодарят Уго Чавеса. Значит, жители выразили благодарность руководству Венесуэлы за реализацию социальных программ и помощь тысячам сограждан в восстановлении зрения. Вот так вот. По мнению пациентов офтальмологической клиники в Кингстауне, получивших помощь в рамках венесуэльской программы «Миссия чудо», Уго Чавес был тем, кто очень много делал для бедных слоев населения Сент-Винсента и Гренадин. Вот. Поэтому, видимо, портрет Уго Чавеса теперь висит в аэропорту. Оказывается, Венесуэла помогала в обустройстве клиники и лечила глазки Сент-Винсентцам и Гренадинцам. Все, друзья, да, это был Сент-Винсент и Гренадины. Пора лететь дальше, на следующий остров. Надеюсь, вам понравилось, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик и пишите ваши комментарии. Все, всем пока.